Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Осень 2024 года. Как изменится ваша жизнь? Давайте узнаем, какие подсказки нам расскажут карты. И планетарно вот этот период осенний, это не совсем отдельно взятое время в этом году. И те основные два направления, которые нам придется или решать, или мы столкнемся, это состояние некоего выбора и организации нашей жизни по-новому. Причем выбор – это не есть что-то новое, то, что мы начинаем с нуля. Нет, здесь, скорее всего, какая-то прежняя история. Или вам уже оскомину она набила, или, ну, как-то обстоятельства складываются так, что как-то не тяни, нужно решать. Или то, что прежде стало на паузу, по разным причинам от вас, кстати, независящим, здесь может получить продолжение. И это тоже будет своеобразный выбор и организация вашей жизни. Немного забегая вперед, скажу, что для вашего знака зодиака, да, перемены эти будут, но есть определенные за счет транзитов, много транзитов, и великая ретроградность у нас как раз происходит не только осенью, а и зимой. И это будет ощущаться как и в осенние месяцы, так и переходить на декабрь. И даже если мы говорим по Урану, а Уран у нас в Тельце, и вот эти перемены, Уран как раз у нас та планета, которая с какой-то решимостью больше связана и может быть с такими глобальными переменами. Так вот, Уран в Тельце, ретро-движение закончит только в конце 30 января. То есть нам придется с этими вопросами, которые где-то активизируются осенью, перейти плавно в 2025 год. Я позже сделаю гороскоп на своем сайте. На сегодняшний момент я оставляю ссылку в описании под видео. Много планетарных транзитов, и у меня гороскопы есть и до конца 2024 года, и допустим, по таким транзитам, как Лилит или Черная Луна в весах для всех знаков зодиака, есть и по Юпитеру, есть и по Хирону, мои дорогие, потому что многие транзиты продолжатся, какая-то история, она не закончится. И если мы говорим организацию, нам придется что-то организовывать. Это правда, по-другому. Так вот, в вашем знаке зодиака перемены какие-то могут быть. Вы можете прочувствовать за счет Урана в Тельце. Но это, скорее всего, не есть что-то, что нам на голову свалилось. Я искренне на это надеюсь. Это то, что вы уже знаете. Это вот именно какая-то прежняя история, которая требует либо завершения, либо продолжения в каком-то ином качестве. И самое главное, наверное, если мы про ретроградность, ретро-Плутон, точнее, Плутон у нас в Водолее на тот момент, пока я делаю видео, но уже с 1 сентября он сделает последний заключительный реверанс в Козерога. И буквально с первых дней сентября до середины октября это будет ретро-движение. Вот почему нам что-то вернут на доработку. Но к середине октября уже какая-то обстановка, поскольку Плутон перейдет уже в прямое движение, и поэтому нам будет несколько полегче. А в начале ноября мы уже будем более продуманно логически мыслить, уже какая-то обстановка, ситуация для нас более прояснится. Есть еще и ретро-Сатурн в рыбах, мои дорогие, до 15 ноября. Вот, кстати, по этому поводу у меня тоже есть видео и статья. И, наверное, ретро-Сатурн, ретро-Нептун. Нептун у нас будет до 7 декабря. Вот представляете, сколько планет? Это и Плутон, это и Сатурн, и Нептун, и Уран еще. Поэтому знаковое время. Так вот, ретро-Сатурн, Нептун помогут тем, кто немножко застрял. Может и по жизни, а может и в какой-то ситуации, с чем-то определиться. В принципе, ожидаемо. Допустим, ведь ваши партнеры могут быть рождены под разными знаками зодиака. И здесь такая кульминация своеобразная может быть, как у овнов, к примеру, раков, львов, скорпионов, козерогов. Вот это тоже есть такой момент. Но для козерогов здесь все, наоборот, более положительно идет. Так вот, пересмотр каких-то семейных отношений может быть. Или, к примеру, контрактов семейных. Смена статуса в связи с переменой именно по личной жизни или смена статуса по работе. Могут быть и разделы имущества, могут быть вопросы, связанные с переездом, у кого-то даже вопросы с принятием другого гражданства, то есть совершенно разные направления.
Но мы говорим, как изменится ваша жизнь. Если у нас два направления основных, мои дорогие девы, как я сказала, это состояние выбора и организации. Вот выбор и организация. Чего это может касаться? Давайте достанем 4 карты. Вот мы идем вперед. Прекрасная карта, я ее люблю, потому что, да, есть внимание к деталям. Но, может быть, с какой-то долей перфекционизма. Но хорошие дела наспех не делаются. И вот эти дела лет на 10-20 вы, правда, выбираете словно новое направление. Больше, конечно, поскольку это Пентакли, может говорить о ситуации, которая связана с финансами или с работой, или закрытием кредитов, или какими-то расчетами финансовыми. Кстати, по этой карте, мои дорогие девы, если вам действительно сложная какая-то, как финансовая брешь, не получается, ну, никак свести концы с концами, и нужен, к примеру, произвести вам какой-то платеж, то по этой карте обязательно найдется человек, который нам поможет деньгами. Или одолжит, или, ну, какие-то будут варианты, одним словом, чтобы решить финансовый вопрос. Вот конкретно эта карта, она очень благополучна в этом направлении. И, может быть, для кого-то это важно услышать. Это могут быть вопросы, связанные с детьми, выбор. И тогда это где-то будет ваш выбор. Дети выбирают, но каким-то образом обстоятельства влияют и на вас тоже. Поэтому будьте внимательны. Давайте мы посмотрим выбор и организация. Правда, у кого-то переезд, у кого-то смена работы, смена статуса по работе или какие-то могут быть события, которые связаны с перемещением человека к вам. Вы можете поменять вид деятельности, кто-то может добавить дополнительный как источник дохода. Вот, кстати, в связи с финансами хочу больше денег. Вот элементарно. Вот что проигрывается по принцу Пентаклей. Он ведь не просто так перфекционист, а он потому что хочет улучшить свое благополучие. И в целом это где-то об этом карта нам и говорит. И здесь новые формы. Это карта заслуженного успеха. Но это тот успех, который не прямо сейчас. Это тот, который как раз отстраивается. Но вы можете как дополнительный доход, к примеру, рассматривать новые виды деятельности посредством интернета. Все-таки это у нас мечи. Мечи, пространство, ну если в части переездов, перемещений или работы, кстати, с командировками. Но также это может быть у нас эфир, интернет. Поэтому, кому это интересно, рассмотрите. По этой карте очень хорошо, когда мы учимся, когда мы, в принципе, не застреваем в прошлом. И посмотрите, 3 изображенных в лодке, они выглядят не очень счастливыми, но они идут вперед, потому что даже не хочется оглядываться на какой-то прежний берег. Слишком много сложностей, переживаний было с этим связано. И здесь полный вперед. Правда, и поэтому и организация. Какой-то выбор вы уже как будто, наверное, на начало осени сделали. Что же еще, мои дорогие? Отшельник. Ну вот смотрите, я вообще люблю эту карту, кто бы что ни говорил. Я ее люблю за то, что мне никто не мешает. Вот как она мне выпала, я точно знаю. Я это осуществлю. Как есть такое выражение, не мытьем, так катаньем. Ну, так вот, значит, не таким образом, так другим. У меня это получится осуществить. С другой стороны, отшельник – это философ. Поэтому ваши взгляды могут поменяться. Вы можете кардинально как-то для себя обстоятельства, в которых вы находитесь, увидеть с какой-то альтернативной точки зрения. И это будет переломный момент, когда вы решите действовать как-то иначе. Вы на что-то именно решитесь. Вот это может проиграться. С другой стороны, где-то проигрывается и учеба, или когда это как жизненный путь. Это что-то важное, это как миссия. И вот у вас, видимо, для вас, мои дорогие девы, как раз и задача на 2024 год, где-то с заходом на 2025, оттолкнуться от того, что просит ваша душа. Куда она вас зовет? О чем вы всегда мечтали, но всегда отказывали. Вот вспомните. Как раз отшельник, он ведь оставляет тоже что-то позади. Да, он идет медленно, он не спешит, потому что он может надеяться только сам на себя и где-то слышать интуицию. И если мы говорим, опять же, 24 год, начало 25-го, ваша основная задача – это именно услышать или быть в согласии со своей интуицией или шестым чувством. Вам будут идти очень правильные подсказки. И вы в последующем, а может быть и теперь, вы можете убедиться, что на самом деле, если прежде думали, интуиция – это ни о чем. А здесь вы поймете, ну надо же, а ведь правда,
то, что я предполагал или предполагала, оно так и произошло. Поэтому какая-то философия жизненная у вас, может быть, как кредо, поменяется. Что же еще? Выборы и организации. Уделяйте внимание своему здоровью. Карта не говорит, что мы болеем, но иногда сама по себе усталость может уложить в постель. Поэтому режим труда и отдыха. И правда, шестерка мечей – это может быть много работы. И какие-то вопросы мы говорим. Если твердое намерение процветать вы принимаете, то вы можете использовать или пробовать на разные методы, где получится заработать деньги. Вот тут конкретно какая-то такая может быть ситуация. И определенная усталость будет. По этой карте, если мы говорим, мы складываем оружие. Основное значение. Именно складываем оружие, никому ничего не доказываем. У кого-то из вас может быть уход по-английски. Причем уход с переездом куда-то очень далеко. Потому что надоело кому-то что-то объяснять и доказывать. И приводим мысли в порядок. Посмотрите, больше карты говорят как раз о том, что вы будете слышать себя и действовать, мои дорогие девы, так, как вот именно вам всегда хотелось. Вот такой разворот. Спокойные достаточно карты. Спокойные, потому что где-то вами программируема или контролируема будет ситуация в течение осени. Как изменится ваша жизнь? Мы задали вопрос, и давайте мы с вами узнаем, заглянем в будущее. Как же изменится ваша жизнь? Мои дорогие девы, достанем тоже 4 карты. Ну вот как изменится? У кого-то изменится действительно статус, и, как я сказала, это может быть через работу или через личную жизнь. Очень импонирует эта карта земным знаком зодиака. Вам, мои дорогие, это сама по себе организация нашей жизни. Символ нашего нового «я». И вот с первой карты, как изменится ваша жизнь. Кардинально она должна измениться. Решение финансовых вопросов, но больше с позиции себе не навредить. Не навредить, и где-то дозированная помощь, может быть, была вот эта финансовая брешь или минус. И теперь вы будете совершенно по-другому относиться к распределению денег. Вот сколько пришло, сколько убыло. Вам не захочется себя подвергать именно еще и финансовому риску. Могут быть вопросы, связанные с семьей. И тогда вы все решите, вы все расставите по местам, как изменится ваша жизнь. По карте императрица это больше счастья, больше радости. Я думаю, кто смотрит расклады Таро, не нужно пояснять, всячески благополучная карта. Как изменится ваша жизнь, мои дорогие, что же это? Шестерка мечей, правда? Какие-то новые начинания, принцесса Пентаклей. В одной руке несет Пентакли, а в другой руке пучок колосьев. Это символ нашего опыта. Поэтому, как и новое обучение, изучение чего-либо, поскольку все же принцесса, то есть вы не застреваете в одном каком-то статусе, вы все равно идете вперед. И это будет касаться вашей работы, даже если ваш социально-личный статус меняется, но тогда вы захотите делать либо карьеру, либо кто-то, может быть, будет монетизировать творчество и свое хобби. Могут быть вопросы, которые с приобретением новой специальности, профессии. Такое тоже может проиграться. И тогда я могу предположить, мои дорогие девы, это не что-то на пустом месте, поскольку принцесса поднимает пучок колосьев. Значит, чем-то вы уже занимались. Или делали какие-то пробные шаги. Или уже многократно проиграли, может быть, в своем сознании эту ситуацию и себя видите в ней. И у вас что-то получится. Пусть это первые шаги, вы останетесь довольны. Давайте еще, как изменится ваша жизнь. Ну, не все будут соглашаться. Вот почему у нас, наверное, отшельник. Семерка жезлов, прекрасная карта. Называют ее картой соревнования, но я всегда об этом говорю. И, кстати, в этой колоде очень ясно прорисовано. Наш герой находится на вершине арки. А сама арка, я надеюсь, это видно, на вершине горы. Есть такое значение по этой карте. Вы выше всех. Сильная позиция. Но вас пытаются достать. 6 жезлов пытаются достать нашего героя. Он так на всякий случай занес этот жезл, но он не спешит действовать. И карта говорит о чем? Подумай. Да, у тебя хватит сил парировать, кому-то отвечать, себя защищать. Но четко надо разграничить. Нужно ли ввязываться в какой-то спор, какой-то конфликт. Или в какое-то дело. Нужно ли вам это продолжать. Где-то вас могут как раз вот этот отшельник и может значить, что философия меняется
Где-то с позиции, боже мой, как мне все надоело, вот правда, вот такое для кого-то я могу предположить, и может быть, потому что рядом четверка мечей и карта усталости. Поэтому не тратьте силы понапрасну. Кто-то не заслуживает, а какой-то вопрос вас могут специально цеплять, эмоционально. Очень красноречивая, кстати, карта. Поэтому не цепляйтесь, мои дорогие девы. Вы обладаете здравым умом, умеете анализировать правильно ситуацию или то, что говорят люди. Видимо, осенью, с заходом на зиму и январь. Для вас это будет архиважно. Итак, как изменится ваша жизнь? Ну вот нечего добавить. Карта Солнца. Тут, правда, благоприятный период даже. Пусть он через какую-то турбулентность идет, мои дорогие. Но, кстати, очень важные вехи мы проходим в нашей судьбе именно тогда, когда вокруг какие-то сложности. Не тогда, когда мы раскисли, расслабились. Нет, отнюдь. А именно, когда есть какая-то турбулентность. Но она как подстегивает или подгоняет нас, помогает в некотором роде выбрать правильное направление. Помимо карты радости, счастья, удовольствия, решения какого-то очень важного вопроса. Карта Солнца, еще карта выбора правильного направления. И она говорит, последующие полгода ты должен будешь предельно внимательно уделять вниманию как и своему статусу, своему здоровью, своему внешнему виду. Кто-то из вас будет менять имидж, мои дорогие, это точно. Встречают по одежке, провожают по уму. И первое впечатление, которое создает у человека в сознании ваш облик, вы к этому можете прийти, что мне нужно как раз это поменять, чтобы сломать какой-то стереотип обо мне. Вот такое вполне может проиграться. Кто-то будет строить карьеру, но вот внимание деталям тут совершенно точно необходимо. Давайте мы на другой колоде карт немножко проясним. И первая наша будет карта дела, работа, бизнес, учеба. Мы смотрим в целом энергию. Что-то доброе, хорошее за осень, с заходом на зиму, мои дорогие девы. Вы можете для себя кардинально решить, осуществить, переехать. И даже если вы сейчас в какой-то патовой ситуации, принц Пентаклей как раз об этом может говорить. Почему? Потому что начало. Мы выходим откуда-то, мы уходим, он уезжает. Он тоже идет медленно. Это один из самых медленных рыцарей. И где-то перекликается с картой отшельника. Итак, дела, работа, бизнес, учеба, документы, ну и все то, что с этим связано. Вторая карта. В чем ваша сила? Или куда рекомендуют карты направить энергию? То есть где будут вопросы, в какой сфере жизни решаться наиболее хорошо, или, может быть, это как, от чего вы сможете оттолкнуться. Третья карта – неожиданности и сложности. Четвертая – подарки и сюрпризы, или то, что вам помогает. Пятая – личная жизнь, опять же, смотрим энергии. И шестая – в чем вам повезет, хотя нам карта Солнца выпала, уже, в принципе, можем и не спрашивать. Ну ладно, дела, работа, бизнес. Ух ты! Башня. Прообраз башни – это всегда, прежде была тюрьма. Да, мы не думали, что это тюрьма. Нам казалось, это цитадель. Мы ведь можем подержаться за стены. Но вот здесь за счет каких-то событий или обстоятельств вокруг вас, поскольку старший аркан, это всегда влияют обстоятельства, вы понимаете, что вот эта башня, эта тюрьма рушится. Зона ограничений каких-то падает. Могут быть смена законов. Или в этот период смена обстоятельств вокруг вас, которые тоже вас могут подталкивать принять очень важное решение. Меня смотрят люди из разных стран. Есть такое значение – успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Поэтому будьте внимательны. С одной стороны, да, это какие-то препоны рушатся, и вы можете даже осуществить то, что прежде не могли. Но, мои дорогие девы, это может быть такой узкий фарватер, по которому, может быть, так в открытую с годной поступью не пройдешь, а где-то надо пролезть бочком, с учетом карты башня. Есть у меня колода карт, колода поддержки ангелов, так там буквально ангел берет за руку человека и выводит из той башни, которая будет через некоторое мгновение разрушена от попадания молнии. Поэтому просчитывайте что-то на пару шагов вперед, не подвергайте себя риску и будьте готовы где-то взять свою мечту, использовать какой-то очень правильный момент.
И надейтесь, конечно, сами на себя. Не создавайте какой-то искусственной турбулентности, потому что если мы говорим дела, работа, бизнес, да, тут будет именно через какие-то альтернативные события, новости, известия, возможности к вам приходить, вот как путь к этому солнцу. Будьте внимательны. Давайте мы с вами узнаем, вторая карта, в чем же ваша сила или куда нужно направить энергию. А вот куда вам надо направить энергию, мои дорогие девы? Израненное сердце. Нам показана девушка, посмотрите, она кричит от боли. То есть это невыносимо что-то. Но это не теперь. Это вот это невыносимое состояние было прежде. Может быть, еще на начало осени, или это основной побудительный мотив. Я хочу уйти вот от этой боли. Сердце уже не болит. Это израненное сердце. Его заштопали. Но вот эти шрамы, они останутся с вами. Это никуда не денется. И, как я говорю по этой карте, было настолько больно, что еще больнее сделать просто невозможно. Вот какая-то сложная история, и именно в этом ваша сила. Вы уходите от разочарований. От каких-то гадостей, может быть, уходите. От людей, которые вами манипулируют, мои дорогие. Или те, которые с вами нечестны. 2 пишем, 3 в уме. Или какой-то сложной ситуации, которая угрожает вам. Или когда становится небезопасной. Или от какой-то пережитой прежде личной истории, когда тоже остались вот эти, как послевкусия. Да, это карта здорового равнодушия. Сердце не болит, но и шрамы мы эти не забудем. Вот эта боль, когда мы, может быть, кричали, она остается в нашем сознании как пережитый опыт. И мы этот опыт по этой карте берем с собой. У кого-то, кстати, тогда этот опыт может проиграться как и по работе, у кого-то связано с личной жизнью. Или, мои дорогие девы, с учетом всех вот этих карт и старшего аркана, могут, знаете, переплестись в один клубок. И дела рабочие, и дела личные, и ваши планы на будущее. И вы выберете себя. Давайте посмотрим третью карту сложности, неожиданности. Это ваша карта. Это карта уверенного в себе человека. Да, король Пентаклей большой консерватор. Так вот, консерватизм, он помогает в том плане, когда все нестабильно. У него всегда есть средства, он всегда знает свои сильные стороны, на которые может опереться, даже если останется без средств. Он всегда, как бы его жизнь на колени не ставила, он найдет 1001 способ выкрутиться, выйти. То есть он очень здраво оценивает обстановку. Но есть еще один момент, это консерватизм со знаком минус. Это как наше вдохновение. Вот по части вдохновения у короля Пентаклей сложноватые. Мы спросили, какие сложности, неожиданности. Слушайте свою интуицию. Что такое вдохновение? Подсказки нашей души. Допускайте альтернативные варианты. Нет тех сложностей, которых вы бы, мои дорогие девы, не могли решить, создать вот в нашем материальном мире. Но вам нужно ослабить где-то хватку к самому себе, дать себе отдых. Может быть, сложить оружие. Может быть, и буквально отдых где-то, чтобы привести мысли в порядок, чтобы вдохновиться каким-то проектом. И успех, он не замедлит. Вот если вы что-то сделаете не так, вам словно Вселенная откроет врата. У вас один за другим какие-то будут известия, события, и вы поймете, что вы в правильном направлении. Слушайте себя, слушайте интуицию, позвольте себе чем-то вдохновиться. Идем дальше, посмотрим нашу четвертую карту, и это ваши подарки. Карта Мир. Посмотрите, что тут скажешь. 21-й старший аркан, это всегда карта итогов. И здесь, если мы говорили в самом начале, это какой-то выбор. Сама по себе тема осени и организация по-новому нашей жизни. И вы это все сумеете осуществить. Рядом карта Солнца подтверждает. Для кого-то это популярность. Популярность посредством интернет. И поэтому, кто из вас специалист в своей области, надо о себе заявить. Именно, может быть, посредством интернет или каких-то еще мессенджеров. Но вам это добавит, как и больше денег, возможно, для вашего проекта. Для кого-то из вас это могут быть
как переход постепенный от когда вы ходили на работу, а теперь вы именно личный бизнес можете, ну, где-то начать и сделать пробные шаги, увидеть, что, ого, у меня пошло, а у вас пойдет. И вы в последующем переключитесь на что-то. Правда, то, что вы начнете, будет иметь шикарное, мои дорогие, продолжение. Ну и, безусловно, ну, что тут скажешь, мир, покой в нашей душе, безусловно, в первую очередь. И самое главное, вы сумеете любой хаос уравновесить. Ну, кстати, ваш знак зодиака этим и отличается, что из хаоса вы умеете создать порядок. Поэтому где-то вы создаете сами при поддержке высших сил, потому что старший аркан. Что же по личной жизни? Вообще Луна, еще один старший аркан, мои дорогие, посмотрите. По личной жизни это тепло домашнего очага, это наши близкие, это те, которым мы можем доверять, может быть, это один человек, а больше и не нужно. Вы можете улучшать либо дома что-то делать, жилье более комфортное, а для кого-то это будет связано с переездом, и вы на новом месте будете тоже обустраивать собственное гнездышко. В принципе, вообще обустройство того места, где вы проживаете, чтобы для вас это будет очень актуально, потому что режим труда и отдыха, мы с вами сказали, 4 мечей говорит, ты должен сбалансировать этот отдых. И уставшие люди делают ошибки, помните это. И сделать то место, куда мы приходим, освобождаться от каких-то ненужных мыслей. Там, где мы можем быть сами собой, не одевая масок. Там, где нас никто не достает. Там, где мы восстанавливаем силы. Вот это место для вас будет очень важно. Но для людей семейных это вы будете, ну, можете решать вопросы либо вашей семьи, у каждого будет по-своему, но я бы еще сказала, это еще и те вопросы, которые связаны именно с местом проживания. Конечно, по аркану Луна эта эмпатия проходит, это чувствительность. И в первую очередь, опять же, интуиция. Слушайте себя. И в личной жизни, пусть это на личную жизнь выпало, но аркан Луна, знаете, нельзя себя, опять же, подвергать риску. Нужно быть очень внимательному. Когда Луна выпадает, это всегда есть образы, нет конкретики. И поэтому вам придется быть очень внимательным, чтобы себе самому, самой не навредить, может быть, куда-то не поторопиться. И, может быть, это для кого-то из вас будет, пусть не в этой колоде карт, но есть такая колода метафорических карт 78 дверей, там конкретно мы должны попасть в укрытие, вот значение основное. И меня люди, опять же, смотрят из разных стран, так вот для кого-то это будет как укрытие. У кого-то бегство, иногда 6 мечей, означает бегство. И значит, вы найдете то место безопасности. Вот, личной жизни. Может быть, для вас лично. Или для вас и вашей семьи, для ваших близких. Кому-то это важно услышать. Давайте, в чем же вам повезет, мои дорогие, еще одна 7 жезлов. Вот когда вы перестанете откликаться на какую-то многозадачность, которая нужна больше не вам, а людям. И вот посмотрите, все то, что я говорила. Дзен сохраняем. Тут тоже пытаются нашу героиню уже вот этими всеми жезлами достать. Она отвернулась, она на своей волне. И не случайно вам выпадает карта «Отшельник». Вот вам повезет освободиться от того, что не нужно. Где-то сбросить с себя какой-то груз забот, сбросить с себя отрицательные эмоции, какие-то прежние переживания, разочарования, мои дорогие, и устремиться в том направлении, который вы считаете для себя самым важным. Не случайно и карта императрица в сторону вашего благополучия. Вы будете как и продуманы, так и организованы, но идти вы будете по направлению, куда вас зовет душа, к вашему солнцу. Перекладывайте на себя, вот так и изменится ваша жизнь, в сторону солнца. Самое главное, знаете, мои дорогие девы, не оставить себя на вторых ролях. Или сказать, не, я сейчас вот тут все решу, а вот потом... Так вот нет, потом все остальное, сначала вы. Будьте счастливы и любимы всегда.